Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя. С 7 по 13 августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем мы, конечно, с вами реалистами. Любой прогноз – это лишь прогноз. Но я так надеюсь, вы люди очень интуитивные. Поэтому если мы добавим свою интуицию, а ведь мы всегда, когда смотрим на образы карт, всегда своя какая-то ситуация проигрывается невольно. Мы видим в этих картах какую-то свою историю. И я вот надеюсь, что какой-то инсайт вы точно получите. Или мы с вами проведем приятное время. Давайте узнаем. Первая карта у нас будет «Что важно знать» или «Что для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, в приоритете будет в течение этих 7 дней». Что вы захотите, может быть, осуществить. Или в целом, какова энергетика на эту неделю, общий фон какой-то. Ну, что-то ж нам карты скажут. Итак, что важно знать? Вторая карта «Чего не избежать» или неожиданности какие-то. Чему сейчас не время? Или что нам может помешать? Ну и пусть нам расскажут, а что нам будет помогать. И мы достанем еще одну карту, назовем ее «Что от меня скрыто?». Имеется в виду что-то, на что вам лично нужно обратить внимание. Не то, что намеренно кто-то от вас скрывает. Нет, это когда мы сами на полном скаку, как будто проносимся, ускоряемся и чего-то не замечаем очень существенного. Может быть, это выглядит как мелочь, а на самом деле это имеет для вас значение. Вот давайте мы узнаем. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Что у нас в финансах и в личной жизни. Итак, неделя. Что важно знать, давайте будем видеть. Победа. И чего бы тут ни касалось, тут победа. У кого-то на работе признание ваших заслуг, ваша популярность. Что-то вы хорошее сделали, что-то вы вовремя сделали, правильно сделали, решение приняли. Есть победа, но нам говорят, удерживать придется позиции, расслабиться никак нельзя. И как только мы расслабимся, если вдруг, все пойдет кувырком каким-то. Поэтому примите к сведению, что держать руку на пульсе, слышать, что говорят люди, обстановку вокруг себя отслеживать, то есть проявлять какое-то внимание к тому, что происходит, будет совершенно необходимо. Победитель, кстати, знает о том, что как эта толпа, которая его окружает и вроде бы поздравляет, рукоплещет, но она переменчива. Сегодня они восхищаются, завтра они кричат другое. Так же, как и обстановка вокруг, она тоже будет меняться. И поэтому победитель готов удерживать свои позиции и где-то корректировать свои планы. Потому что основная цель меняться не должна. А вот коррекция в связи с какой-то обстановкой, ситуациями, обстоятельствами, вот здесь это допустимо, это правильно. Но для того, чтобы вовремя увидеть, нужно контролировать обстановку, ситуацию и вообще все, что происходит вокруг. Поэтому держим руку на пульсе, несмотря на то, что позиция у нас как раз выигрышно сильная. Чего не избежать? А нет здесь фатализма. Здесь вы сами, с вашими планами. И король кубков – это ваша карта-сигнификатор, и неважно, кто меня смотрит, девушки, мужчины, все равно вы где-то на своей волне, и у каждого свои задачи в целом, видимо. То, что вы где-то планируете, что вы хотите осуществить, и вполне вероятно, это какой-то ведь ваш план получается, понимаете? И вот ваша позиция вам будет давать дополнительные какие-то возможности как раз осуществить какие-то свои другие проекты. И повторюсь, вот эту позицию будет важно удерживать. Нет чего-то глобального, кроме действительно какой-то победы. Что-то вы, мои дорогие рыбы и рыбки, сделали хорошо. Молодцы. Чему сейчас не время? Ну, сказать, чему не время. Единственные деньги мы не тратим. Вот тут по этой карте однозначно. То есть быть где-то более скрупулезно прижимистому. Девятка еще нам вдобавок выпадает. Мало что значение это такое, чему не время. Так и сама карта. А 9 это по нумерологии, знаете, как пороговое какое-то значение перед переменами. И в данном случае
будут впереди какие-то перемены, или что-то будет меняться, или для чего-то вам деньги понадобятся, поэтому как-то придется рассчитать. Хотя деньги, нам говорят, есть, и, видимо, может быть, получение какой-то идет суммы, но как будто тратить не нужно, потому что они вам еще пригодятся. Но глобально вот так, к чему сейчас не время? Ну, тут ведь у нас еще и, давайте прямо скажем, Венера ретроградная, поэтому какие-то крупные покупки, например, или какие-то приборы, там что-то такое, да, лучше после 3 сентября. Потому что будет обидно, если прибор возьми да сломайся, или потом этот прибор подешевеет, ну или еще какая-то оказия выйдет, когда мы можем разочароваться. Поэтому покупки серьезные отложим на потом. Но, понятно, те, которые необходимы, мы будем совершать. Куда же мы денемся? Что нам помогает? Нам помогает, если мы видим какие-то возможности. Мы открыты общению, миру. И вот то, что я сказала, мы подмечаем, что происходит вокруг. И тогда к нам возможности придут, вот нам как будто предупреждают. Может быть, совсем не тем путем, как мы предполагали. Или нам могут предложить что-то, когда мы имеем свои планы, и как будто по этой карте мы не должны отказаться, потому что от этого предложения вполне вероятно какая-то перспектива может зависеть или какой-то прогресс в дальнейшем. Нам тут надо как-то адаптироваться и кто знает, может быть, Вселенная вам какую-то возможность вот таким образом подает, хотя на первое время это может выглядеть, ну, так себе невзрачно. Поэтому будем откликаться на то, как будто и соглашаться, участвовать в чем-то, но не давая никому обещаний. Дальше мы разберемся. Но отказаться, мои дорогие, мы не должны от чего-то. Тут самое главное себя попробовать, может быть, в новом деле. Или попробовать в каком-то статусе. Или попробовать какое-то новое занятие, ремесло, творчество, может быть, изучение языков. Или какое-то новое хобби попробовать. Или просто совершить куда-то поездку, отправиться. И здесь у каждого по-своему. Главное, что кубок предлагают. Первое, мы его должны рассмотреть. А второе, мы не должны отказаться. Просто взять. Что от нас скрыто, интересно. И вот рядом как раз у нас тройка пентаклей лежит с 4 кубков. И 4 кубков нам, как я уже сказала, возможности обещает. А по тройке пентаклей это когда мы меняем статус, это когда мы проходим какой-то жизненный экзамен. У кого-то действительно победа, потому что какой-то вопрос вы решили очень правильно. Может быть, приложили труд, какие-то свои действия осуществляли, может быть, много работали или учили что-то. У каждого по-своему ведь этот путь. И здесь по тройке пентаклей нам наперед как раз и говорят, что сейчас словно один жизненный этап, но ты вот его проходишь, и у тебя действительно будет что-то еще меняться. Это будет или повлечет за собой, как, возможно, новые должности для кого-то, новые, опять же, возможности более конкретные, возможность заработать деньги или для обучения какие-то новые, может быть, интересы ваши, когда вам захочется этим заниматься или что-то изучать, потому что для вас будет словно пространство открывать те возможности, в которых вы уже будете видеть свое применение. У нас показан человек, который как бы имеет 3 пентакля, но это обозначает, что есть какой-то прогресс, когда и пентакли увеличиваются, это у нас же профессионал, рабочий, как бы, да, но тут, понятно, у каждого своя какая-то и профессия, так и статус, но это идет в значении, что профессионализм наш тоже будет в чем-то расти. Вообще, это карта перспективы. Так вот, вы, мои дорогие рыбы и рыбки, должны увидеть в каком-то, не прошляпить предложении свои перспективы. У вас что-то на пороге может стоять очень важное. А выглядит оно поначалу, правда, вот как этот кубок. Сидел молодой человек и читал книгу, и не думал ни о чем, кроме как, что там в книге было написано. А тут, откуда ни возьмись, говорят, возьми. И всего-то нужно сделать, согласиться.
Вот для вас почему-то это будет важно, ведь это нам помогает. Дела, работа, бизнес. Очень сильная позиция. Помимо карты победителя, карта сила. Энергетика, как у мага. Единственный момент. Обратите внимание, в этой колоде она такая огненная, хотя энергии здесь хладнокровные абсолютно. Но временами, видимо, от нашего искусства не идти на поводу на эмоции будут зависеть ход наших дел и наш успех. Девушка держит льва на цепочке. И лев – это как аллегория наших каких-то эмоций, когда хочется пойти в разнос, мои дорогие, или настоять на своем. Так вот, это эго, как и эмоции, держать нужно на коротком поводке. И чтобы они нам не помешали осуществить что-то более серьезное, глобальное. Мы можем думать иногда, предложили сегодня, предложат завтра. Нет, завтра не предложат. Поэтому куй железо, пока горячо. И такие энергии бывают не всегда. И даже если есть определенная усталость. Мы не должны, мои дорогие, что-то, как и прошляпить, как вот этот кубок, так и проблагодушествовать, думая, что, ну, действительно, буду думать завтра и с чем-то разберусь. А завтра обстоятельства поменяются, и какие-то возможности могут словно испариться. Пользуйтесь очень благоприятным периодом для вас, мои дорогие. Деньги. Карта колесница. Еще один старший аркан. У вас что-то тут очень важное на повестке дня, мои дорогие рыбы и рыбки. Первое, что нам говорят: все, уже прошлое не заглядывай. И словно нужно освободить пространство для чего-то нового. Прежние шаблоны не работают. Вам придется себя где-то перестроить, как и в новую энергетику перестроить. Буквально, да? Может быть, мы и хотим тут что-то сказать, а нет. Нам нужно более таким лояльным быть. Для нас будет важно где-то и дипломатия, и умение договариваться. Это абсолютно точно. Не рассказывать много о своих планах, то есть держать где-то в секрете как свои тайны, так и чужие, кстати. Это будет тоже наша сильная позиция. И буквально, вот куда нас позвали, я имею в виду в хорошем, понятном смысле, потому что деньги чаще это что у нас? Олицетворение каких-то наших дел. Как же мы их зарабатываем, да? Так вот, если что-то по делу нам предлагают, вы знаете, ну, соглашаться нужно не раздумывая, потому что таким образом мы нарабатываем какой-то новый опыт к новой реальности. А дальше не то, что будут перемены, а что-то может вихрем понестись. Все-таки у нас колесница. Хотя у кого-то это переезд может быть, поездка. В связи с поездкой какие-то деньги или к вам приезд человека. Но в первую очередь это карта. И в этой колоде еще есть другие колоды успеха и удачи. Но, тем не менее, деньги мы не тратим, хоть они у нас и есть. И по колеснице что-то будет меняться. Не просто вот девятка пентаклей нам сказала деньги придержать, а карта колесница, выпавшая как раз на финансы, нам говорит, что перемены эти могут быть, ну, знаете, как вот откуда ни возьмись. Наверное, сродни этого кубка. Тоже откуда-то взялась рука, которая его протянула. И мы должны быть готовы взять свою мечту. Что-то не прошляпить. И в личной жизни туз жезлов. Ну, может быть и желание к какому-то человеку, почему нет, или какая-то ваша личная история, или вы, может быть, со своим партнером или с человеком, который вам приятен, если вы пока один или одна, как будто можете и не быть один или одна, или это для кого-то будет, правда, какая-то ваша тема по работе, по делам, по бизнесу, и она вас захватит целиком и будет, в принципе, где-то не до любви. У кого-то так вот тоже может быть. Или вы вдвоем, я опять же повторюсь, если есть уже пара, тогда вы можете тоже обсуждать, тогда вы как бы словно на одной волне будете, и какие-то планы можете уже парой вместе строить. Но, безусловно, туз жезлов – это, опять же, какие-то новые возможности, сила, перемены, поездки, вот какой-то разворот вашей колесницы судьбы, мои дорогие рыбы и рыбки. И опять же какое-то предложение, возможности, новости какие-то. Вы себя, видимо, за этот период не раз похвалите, это точно, что что-то вы сделали правильно и вовремя, скорее всего, потому что часто туз жезлов карта скорости, значит, где-то куда-то либо успели, либо правильно как-то распорядились, может быть, средствами, может быть, своими знаниями,
изменениями, но, безусловно, что-то положительно, хорошее, стабильное входит в вашу жизнь, но вам еще предстоит это отстраивать и знакомиться словно с самим собой в каком-то новом амплуа, в новом качестве, мои дорогие, потому что у вас жизнь будет как будто не просто подталкивать к каким-то переменам, а вы сами будете стремиться, потому что будет любопытно, интересно, и у вас будет многое получаться. Главное, чего-то не оставить на потом. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда, мои дорогие.